Всем привет! Скоро Новый год, и в этом видео я покажу свой вариант приготовления меню на праздничный стол. Первым приготовим торт пень. Готовится он из самых простых и доступных ингредиентов. Такой торт можно приготовить заранее, а это значительно сэкономит время перед праздником. 500 грамм вяленого чернослива моем и заливаем кипятком. Оставляем на 5-10 минут. Прошло 10 минут. С чернослива сливаем воду и кладем его в чашу измельчителя. Измельчаем до однородности. Я это делала в 2 подхода. Также чернослив можно перекрутить на мясорубке. 150 грамм грецких орехов нарезаем небольшими кусочками. Готовим тесто. В миску разбиваем одно яйцо. Насыпаем пол чайной ложки соли. Немного перемешиваем венчиком. Сюда же добавляем 150 грамм сахара. Все перемешиваем. Наливаем 20 грамм растопленного сливочного масла. И опять перемешиваем. В эту массу наливаем 200 мл сметаны любой жирности. Я использую сметану с жирностью 15%. Перемешиваем. Сюда же в миску насыпаем примерно половину от всей муки и добавляем пол чайной ложки соды. Перемешиваем тесто сначала венчиком, а затем руками. Муку всю сразу не насыпайте, смотрите по консистенции теста. Муки может понадобиться меньше или больше. Мне всего понадобилось 450 грамм муки. Тесто должно получиться мягким, однородным и слегка липнущим к рукам. Тесто разделяем на 8 примерно одинаковых частей. Берем одну часть теста и раскатываем его в прямоугольный тонкий пласт размером примерно 25 на 35 см. Чтобы тесто не липло, присыпаем все мукой и сверху, и снизу. На раскатанное тесто выкладываем приготовленную начинку из чернослива. Распределяем ее по всему листу теста. Сверху все посыпаем орешками. Тесто с черносливом скатываем в рулет по длинной стороне. Скатанный рулетик выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Таким методом готовим все 8 рулетиков с черносливом и орехами. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 25 минут до румяного цвета. Готовые рулеты снимаем на доску, и пока они еще теплые, нарезаем их кусочками длиной примерно 3-4 см. Готовим крем. Берем 700 мл сметаны жирностью 20% и насыпаем к ней 180 грамм сахара. Все перемешиваем. Сюда же добавляем 10 грамм ванильного сахара. Никаких загустителей для сметаны добавлять не нужно. Все перемешиваем до однородности. Складываем торт. На плоское блюдо ставим кулинарное кольцо. Диаметр кольца выставляем 18 см. По бокам ставим ацетатную пленку. Каждый рулетик окунаем в приготовленный сметанный крем. И выставляем его на дно срезом вверх. Таким образом плотно заставляем всю форму в один слой. Все промежутки между рулетиками заполняем сметанным кремом. Точно так же выставляем рулетиками и второй слой. А что вы выбираете для праздников? Домашний торт или покупной? Напишите в комментариях, интересно узнать вашу традицию. Весь крем, который остался, выливаем сверху, заполняя все пустоты между рулетиками. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на ночь, а лучше оставить настаиваться сутки.
Торт настоялся. Снимаем кулинарное кольцо и ацетатную пленку. Сверху торт посыпаем какао. Торт готов, можно подавать на стол. Торт-пень вышел невероятно вкусным и очень нежным. Готовится он легко и из доступных продуктов. С этим рецептом справится абсолютно каждый. Вторыми приготовим вкусные мясные рулеты с начинкой. Готовится несложно и на столе выглядят очень красиво. Куриную грудку моем и обсушиваем бумажными полотенцами. Делаем первый продольный надрез с одной стороны, срезая примерно 1 см мяса сверху, но не прорезая его до конца, вот таким образом. Затем выполняем второй надрез со стороны, где грудка толще, но режем теперь примерно на расстоянии 1 см от низа. Аккуратно раскрываем филе как книжку. При необходимости добавляем еще один разрез, если позволяет толщина. В итоге должен получиться один большой пласт из филе толщиной около 1 см. Мясо отбиваем молотком с двух сторон. Для рулетиков берем самые большие куриные грудки. Таким методом я разрезала и отбила 4 куриных грудки, каждая весом примерно 350-400 грамм. Подготовленное мясо кладем в миску. Все посыпаем приправой для курицы. Понадобится примерно 2 столовых ложки приправы без соли. Мясо солим. Поливаем примерно 2 столовыми ложками растительного масла. Все приправы равномерно распределяем руками по мясу. Миску накрываем крышкой и оставляем мариноваться на 30 минут. Можно поставить в холодильник и оставить мариноваться на целую ночь. Готовим начинку. 100 грамм чернослива моем и заливаем кипятком. Оставляем на 5 минут. 130 грамм кураги тоже моем и заливаем кипятком. Оставляем на 5 минут. 30 грамм грецких орехов измельчаем ножом. С чернослива сливаем воду и немного обсушиваем бумажными полотенцами. Нарезаем его небольшими кубиками. С кураги точно так же сливаем воду и обсушиваем бумажными полотенцами. Курагу тоже нарезаем маленькими кубиками. – 80 грамм сыра трем на мелкой терке. Тертый сыр разделяем на 2 одинаковые части. В мисочку кладем нарезанный чернослив. К нему насыпаем половину тертого сыра. Насыпаем подготовленные орехи. Добавляем майонез и перемешиваем. Начинка готова. В отдельную мисочку кладем нарезанную курагу. К ней добавляем вторую половину сыра. Добавляем цедру с половины лимона. Снимаем только желтую часть. Все заправляем майонезом и перемешиваем. Вторая начинка готова. Достаем замаринованное филе и выкладываем на доску, максимально его расправляя. На филе выкладываем половину начинки из чернослива. Равномерно ее распределяем по всему мясу. На противоположном от себя крае немного не докладываем начинку до конца, чтобы она не вылезала при сворачивании. Все сворачиваем в рулет.
Рулет закрепляем зубочистками вдоль и по бокам. Также рулет можно обвязать нитью вместо зубочисток. Таким методом сворачиваем 2 рулета с начинкой из чернослива. И точно так же делаем 2 рулета с начинкой из кураги. На хорошо разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем рулеты швом вниз. Обжариваем до румяной корочки с одной стороны, а затем переворачиваем на другую сторону. Стараемся обжарить рулеты с 2 или даже с 3 сторон. Это сделает вкус мяса ярче и поможет сохранить сочность. Обжаренные рулеты выкладываем в форму для запекания. Сверху накрываем фольгой или крышкой. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Запеченные рулеты оставляем полностью остыть накрытыми под фольгой. Я рулеты оставила в холодильнике на целую ночь. Из застывших рулетов вынимаем зубочистки. Рулеты нарезаем порционными кусками. Берем блюдо, на котором будем подавать рулеты, и украшаем его листьями салата. Сверху красиво выкладываем рулеты с начинкой из кураги и с начинкой из чернослива. Блюдо готово, подаем его на стол. Рулеты с начинкой из кураги и чернослива получились нежными, яркими и невероятно вкусными. Они отлично смотрятся на праздничном столе и подойдут для любого случая, готовятся просто и довольно быстро. Третьими приготовим закусочные рулетики из слоеного теста. Это блюдо из разряда вкусно, быстро и просто. 300 грамм шампиньонов моем, разрезаем пополам и нарезаем пластинками. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем грибы. Жарим их на самом большом огне до испарения жидкости. Периодически перемешиваем. Лук разрезаем пополам и нарезаем полукольцами. Понадобится 1 луковица среднего размера. В сковороду к шампиньонам наливаем еще немного растительного масла. Кладем нарезанный лук. Все обжариваем еще 2-3 минуты. В конце приготовления все солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Перемешиваем и снимаем с огня. Берем лист слоеного бездрожжевого теста и разрезаем его на 2 части. Общий вес листа теста 500 грамм. Берем одну из частей теста и немного раскатываем его во все стороны. На раскатанное тесто выкладываем половину подготовленных грибов с луком. Равномерно их распределяем по всему листу. Немного не доходим начинкой до противоположного от себя края, чтобы потом удобнее было сворачивать рулет. 2-3 помидора нарезаем сначала пластинками, а затем кубиками. Половину нарезанных помидоров выкладываем на тесто, равномерно их распределяя. Нарезаем колечками оливки без косточек. Всего понадобится 1 банка оливок весом 400 грамм. Половину нарезанных оливок также равномерно выкладываем на тесто. 140 грамм сыра трем на крупной терке. Половиной тертого сыра посыпаем на тесте все овощи и грибы. Все аккуратно сворачиваем в рулет.
самом конце защипываем тесто по всей длине. Рулет поворачиваем швом вниз и разделяем на 6 примерно одинаковых частей. Точно так же готовим второй рулет из оставшейся половины продуктов. Выкладываем получившиеся рулетики на противень от духовки, застеленный пергаментной бумагой. Между рулетиками оставляем пространство, чтобы им было место увеличиваться в размере при выпечке. В мисочку разбиваем одно яйцо. Взбиваем его вилкой. Взбитым яйцом сверху смазываем все рулетики. Все посыпаем кунжутными семечками. Рулеты ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 30-35 минут. Рулетики готовы. Выкладываем их на блюдо и подаем на стол. Рулетики из слоеного теста с помидорами, грибами и оливками получились очень вкусными. Хрустящее тесто и вкусная начинка прекрасно сочетаются между собой. Готовятся они очень просто и достаточно быстро. Они прекрасно подойдут к любому столу. Следующий приготовим закуску с красной рыбой в корзиночках. Готовится она максимально просто и быстро. Пучок укропа мелко нарезаем ножом. Берем 350 грамм сливочного сыра. Его можно заменить творожным сыром. Насыпаем к нему нарезанный укроп. Сюда же выдавливаем примерно 1 столовую ложку лимонного сока. Все перемешиваем до однородности. Приготовленную массу перекладываем в кулинарный мешок с насадкой «Звездочка». Отсаживаем крем в корзиночки. Я использую небольшие песочные корзиночки. По желанию можно брать вафельные корзинки. Это количество ингредиентов рассчитано примерно на 30 корзиночек. Соленую красную рыбу нарезаем тонкими длинными пластинками. Каждую пластинку скручиваем, имитируя цветок. Каждый скрученный цветок из рыбы разрезаем пополам. По центру каждой начиненной корзинки выставляем цветок из рыбы. Половинку лимона разрезаем вдоль пополам. Лимон нарезаем пластинками. Каждую четвертинку лимона разрезаем еще на 3 части. Кусочками лимона украшаем корзинки. Также каждую корзинку украшаем маленькой веточкой укропа. Закуска в корзиночках с красной рыбой получилась очень красивой и вкусной. Такая закуска всегда разлетается со стола первой. Пятой приготовим невероятно вкусную закуску в корзиночках. Она всегда пользуется успехом на праздничном столе и исчезает моментально. Шампиньоны моем и нарезаем на небольшие кусочки. У меня грибы среднего размера, я их нарезаю кубиками. Если грибочки совсем маленькие, то их можно нарезать пластинками. Всего понадобится 350 грамм грибов. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Насыпаем шампиньоны. Жарим грибы на самом большом огне, периодически перемешиваем. Пока жарятся шампиньоны, 2 луковицы среднего размера нарезаем кубиками. Вся лишняя жидкость от грибов уже испарилась. Добавляем к шампиньонам лук.
Обжариваем лук с грибами до золотистости. Обжаренные грибы снимаем с огня и выкладываем на тарелку. Куриное филе моем и нарезаем небольшими кусочками. Понадобится примерно 300 грамм куриного мяса. На горячую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем кусочки куриного филе. Обжариваем их на большом огне, периодически перемешиваем. Когда мясо приготовилось, добавляем к нему уже готовые грибы с луком. Все солим по вкусу. И перчим черным молотым перцем. Сюда же наливаем 100 мл сливок. Я использую 15% сливки. Их можно заменить сметаной. Все перемешиваем. Сковороду накрываем крышкой и тушим мясо с грибами примерно 3-4 минуты на маленьком огне. Начинка готова. Выкладываем ее на тарелку остывать. Приготовленной начинкой заполняем тарталетки. Я использую вафельные корзиночки, но также можно взять песочные. Из этого количества начинки у меня получилось 20 таких тарталеток. Количество очень зависит от размера корзиночек. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Каждую корзиночку аккуратно посыпаем сверху тертым сыром. Напишите в комментариях, а с чем бы вы сделали такую закуску. Я обязательно попробую ваши варианты. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 5 минут, чтобы расплавился сыр. Готовые корзиночки с начинкой достаем из духовки и выставляем на блюдо. Сверху корзиночки украшаем листиками петрушки. Блюдо готово, подаем его на стол в теплом виде. Закуска корзиночки с начинкой из грибов и мяса получилась очень вкусной и сытной. Готовится несложно и прекрасно подойдет к любому столу. Такие тарталетки исчезают со стола первыми, это проверено. Шестой приготовим закуску ресторанного уровня. Готовится она несложно и достаточно быстро. Филе уже соленой сельди нарезаем более мелкими кусочками. Я предварительно селедку почистила от внутренностей и костей. Всего понадобится 2 соленые сельди. У яблока вырезаем серединку с семенами и нарезаем небольшими кусками. По желанию шкурку с яблока тоже можно срезать. Я не срезаю, так как яблоко у меня домашнее. Одну луковицу среднего размера тоже нарезаем кусками. 2 вареных яйца нарезаем произвольными кусками. В чашу измельчителя кладем подготовленную селедку, лук, яблоки, вареные яйца и добавляем размягченное сливочное масло. Его понадобится 100 грамм. Все измельчаем до однородной массы. Я измельчаю в 2 подхода, так как сразу все в чашу не помещается. Измельченную массу немного перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. А вы любите форшмак? Если вы делали его и пробовали, то напишите в комментариях, с чем обычно вы его подаете. Приготовленный форшмак перекладываем в кулинарный мешок с насадкой звездочка. Начинкой заполняем тарталетки. Я использую песочные корзиночки. Этого количества начинки мне хватило на 40 тарталеток. Форшмак для корзиночек можно приготовить заранее и хранить в холодильнике 1-2 дня, что очень удобно для праздников.
Сверху тарталетки украшаем мидиями. Я взяла мидии в масле, их понадобится примерно 400 грамм. Также тарталетки украшаем соленым крекером в форме кренделька. На каждую корзиночку кладем немного зелени. Я взяла петрушку. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска в корзиночках с форшмаком и мидиями получилась очень вкусной и красивой. Она прекрасно подойдет на любой праздничный стол. Готовится очень просто и продукты все доступные. Следующим приготовим легкий, красивый и очень вкусный салат. Он прекрасно впишется на любой праздничный стол и не только. Большой пучок листьев салата нарезаем на более мелкие куски. Салат выкладываем на большое плоское блюдо. Равномерно его распределяем. Диаметр моего блюда 32 см. 200 грамм помидоров черри разрезаем на четвертинки. Помидоры в хаотичном порядке выкладываем сверху на листья салата. Одну вареную свеклу нарезаем кубиками. Для салата понадобится одна свекла среднего размера. Кубики свеклы в произвольном порядке выкладываем на блюдо с листьями салата и помидорами. На сковороду насыпаем 50 грамм кунжутных семечек. Обжариваем их на среднем огне до легкой золотистости. Семечки обязательно перемешиваем, так как они очень быстро могут пригореть и будут горчить. Поджаренный кунжут сразу же перекладываем в тарелку, чтобы остановить процесс приготовления. На сковороде не оставляйте остывать. 250 грамм сыра фета нарезаем кубиками. Кубики феты кладем в уже остывшие кунжутные семечки. Обваливаем их со всех сторон. Фету обваливаем не всю сразу, а небольшими порциями. Так кусочки сыра останутся более ровные и не развалятся. Фету в кунжуте красиво выкладываем сверху на салат. А вам нравятся такие хаотичные салаты или вы больше предпочитаете салаты, приготовленные слоями? Пишите свое мнение в комментариях. Готовим заправку для салата. В мисочку наливаем 4 столовых ложки оливкового масла. Его можно заменить любым растительным маслом. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Его можно заменить лимонным соком или столовым 9% уксусом. Кладем 2 чайных ложки горчицы с зернами и добавляем 1 чайную ложку горчицы. Сюда же наливаем 1 столовую ложку меда. Насыпаем пол чайной ложки соли. И добавляем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Все перчим черным молотым перцем. Через пресс выдавливаем 1-2 зубчика чеснока. Все перемешиваем 1-2 минуты до образования эмульсии. Приготовленной заправкой равномерно поливаем салат сверху с помощью ложки. Салат готов, можно подавать на стол. Яркий салат с фетой, свеклой и свежими овощами готовится просто и быстро. Он не только вкусный, но и эффектно смотрится, поэтому подойдет и для повседневного, и для праздничного меню. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Восьмым приготовим легкий и сытный салат с печенью, который порадует своим вкусом и прекрасно подходит к любому столу. Сначала маринуем лук для салата. Лук нарезаем полукольцами. Понадобится 1 средняя луковица. Так как лук у меня крупный, я взяла только половину луковицы и нарезала ее четверть кольцами.
Нарезанный лук кладем в небольшую миску. Насыпаем 1 чайную ложку соли, 2 чайных ложки сахара и наливаем 1 столовую ложку уксуса. Я использую яблочный, но можно взять и столовый 9%. Все заливаем кипятком и перемешиваем. А как вы обычно маринуете лук? Поделитесь своим рецептом в комментариях. Оставляем мариноваться на 10-15 минут. Наливаем в сотейник примерно 1 литр воды и ставим на огонь. Как только вода закипела, насыпаем 1 чайную ложку соли. Кладем 2 лавровых листа и 4 горошины черного перца. Перемешиваем и выкладываем 300 грамм куриной печени. Я ее предварительно помыла и обрезала все лишнее. После закипания воды варим печень 8 минут, тогда она остается мягкой и нежной. Попробуйте этот способ и напишите потом, получилось ли у вас так же. Прошло 8 минут, печень уже сварилась. Вынимаем ее из воды и оставляем остывать. Остывшую куриную печень нарезаем небольшими кубиками. Три вареных яйца тоже нарезаем кубиками. Примерно 250 грамм помидоров черри разрезаем пополам и нарезаем дольками. Складываем салат. На дно блюда выкладываем нарезанную печень. Распределяем ее равномерно по блюду. Сверху перчим черным молотым перцем. Наносим сеточку из майонеза. На печень выкладываем маринованный лук. Равномерно его распределяем. Опять наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем вареные яйца. Немного солим. Наносим майонез. Сверху последним слоем выкладываем нарезанные помидоры. Помидоры тоже сверху немного солим. И перчим черным молотым перцем. Салат украшаем зеленью. Я украсила листиками петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с куриной печенью, свежими помидорами и маринованным луком получился невероятно вкусным и гармоничным. Сытность салату придает печень и отварные яйца, свежесть и легкость помидоры, а пикантную кислинку добавляет маринованный лук. Все ингредиенты идеально дополняют друг друга, создавая насыщенный и сбалансированный вкус. Обязательно попробуйте этот салат, он наверняка вам понравится. Следующим предлагаю приготовить необычный и очень вкусный салат с грибами. Сначала подготовим ингредиенты для салата. 200 грамм ветчины нарезаем небольшими кубиками. Вместо ветчины можно использовать запеченное или отварное мясо. Четыре вареных яйца трем на крупной терке. Одну сырую морковь трем на мелкой терке. По желанию морковь можно отварить. Из одной баночки маринованных шампиньонов отбираем несколько самых красивых грибочков для украшения салата. Остальные грибы нарезаем на более мелкие кусочки. 2 плавленых сырка трем на мелкой терке. Чтобы сырки лучше терлись, я их предварительно положила в морозильную камеру на 40 минут. Одно большое кисло-сладкое яблоко разрезаем на четвертинки. Вырезаем семена и срезаем верхнюю шкурку. Подготовленные яблоки трем на крупной терке.
На яблоки наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса и перемешиваем. Уксус можно заменить лимонным соком. Это делается для того, чтобы яблоки так сильно не потемнели. Складываем салат, ставим большое плоское блюдо и на него ставим кулинарное кольцо. Я выставила диаметр кольца 16 см. Первым слоем выкладываем нарезанную ветчину. Распределяем ее по дну и трамбуем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертые яблоки. Равномерно их распределяем и прижимаем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Затем кладем нарезанные шампиньоны. Распределяем по салату. Наносим сеточку из майонеза. Выкладываем слой из тертых яиц. Равномерно их распределяем. Немного солим. Утрамбовываем ложкой. Наносим сеточку из майонеза. Следующим слоем кладем тертую морковь. Распределяем ее по салату. Немного солим. Утрамбовываем ложкой. Наносим майонез. Последним слоем выкладываем тертые сырки. Равномерно их распределяем. И немного утрамбовываем. Оставляем салат настаиваться и займемся подготовкой украшения. Соленую соломку кладем на доску и укорачиваем ее так, чтобы она получилась на 1-2 см выше салата. Всю соломку делаем одинаковой длины. Мне для украшения салата понадобилась 1 пачка соленой соломки весом 240 грамм. С салата аккуратно снимаем кулинарное кольцо. По бокам салат обмазываем майонезом. Я это делаю с помощью ложки. Приклеиваем уже подготовленную соломку. Стараемся немного прижимать ее к салату и следим, чтобы соломка была друг возле друга. Таким методом обкладываем соломкой весь салат. Берем сыр сулугуни и разрываем его на более тонкие волокна. Получившиеся веревочки связываем между собой. Делаем такую длину, чтобы хватило обвязать весь салат. Мне понадобилось связать 3 кусочка сыра. Подготовленным сыром обвязываем салат. Это придаст салату красоты и не даст никакой соломке случайно отвалиться от салата. Лишние хвостики отрезаем. Сверху салата кладем салатные листья. Я их руками рву на более мелкие кусочки, чтобы потом легче было брать салат. На листья выкладываем оставленные заранее шампиньоны. Помидоры черри разрезаем поперек на 2 половинки. Выкладываем маленькие помидоры срезом вниз. Также салат можно украсить другими грибами. Я взяла опята. На помидорах зубочисткой, смоченной в майонезе, делаем белые точки, имитируя мухоморы. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с грибами получился очень красивым и необычным. К тому же салат очень вкусный. Сытность салату придают ветчина, яйца и сыр, а легкий приятный вкус – морковь и яблоко. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой. Также таким методом можно украсить и любой другой салат по вашему вкусу. Обязательно приготовьте такой красивый и необычный салат. Порадуйте своих любимых и близких. В качестве горячего блюда приготовим аппетитные ребрышки в томатно-медовом соусе. Готовятся они легко и без лишних хлопот.
Берем 2 кг свиных ребрышек и снимаем с них пленку. Ребрышки с мясом нарезаем порционными кусочками. На хорошо разогретую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем ребрышки. Каждый кусочек мяса обжариваем с 2 сторон до золотистой корочки. Обжаренные ребрышки перекладываем в кастрюлю с толстым дном, где они будут тушиться. Таким методом обжариваем все ребрышки. – 200 грамм вяленого чернослива моем и заливаем кипятком. Оставляем на 5-10 минут. 2 луковицы среднего размера нарезаем полукольцами. Лук выкладываем на сковороду, где жарилось мясо. Пассируем лук до золотистости, периодически перемешивая. Готовый лук выкладываем на мясо. С чернослива сливаем воду и нарезаем его небольшими кусочками. Нарезанный чернослив тоже кладем в кастрюлю к мясу. Готовим соус. Берем 1 литр воды и добавляем 140 грамм томатной пасты. Сюда же кладем 120 грамм меда. И насыпаем 1 столовую ложку соли. Все перемешиваем до полного растворения приправ. Приготовленный соус выливаем на мясо. Сюда же в кастрюлю кладем 2-3 лавровых листа и насыпаем 5 горошин черного перца. Все ставим на огонь и накрываем крышкой. После того, как жидкость с ребрышками закипит, уменьшаем огонь до минимума. Тушим ребрышки 1,5 часа на самом маленьком огне. Готовые ребрышки выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Ребрышки в томатно-медовом соусе получились очень нежными, мягкими и невероятно вкусными. Приготовление настолько простое, что справится даже тот, кто никогда не готовил мясо. Такое мясное блюдо отлично подходит для любого праздничного стола. Обязательно его приготовьте. И последними приготовим 3 вида канапе с сыром. Эта закуска настолько простая в приготовлении, что с ней справится каждый. Готовится быстро и на столе смотрится эффектно. Такое вкусное и простое сочетание ингредиентов никого не оставит равнодушным. 200 грамм голландского сыра разрезаем сначала на пластинки толщиной примерно 1,5 см, а затем получившиеся пластинки нарезаем кубиками. На каждый кубик из сыра ставим виноград. Сверху все прокалываем зубочисткой. Я использую зеленый виноград сорта кишмыш. Таким методом готовим все канапе. Из 200 грамм сыра у меня получилось 30 канапе. Все зависит от того, какого размера вы нарежете кубики сыра. Следующими приготовим канапе из сыра камамбер. Головку сыра разрезаем на 4 одинаковые части. Затем каждую четвертинку разрезаем еще на 3 или 4 части. Я разрезала на 3. Помидоры черри разрезаем пополам, а затем каждую половинку еще раз пополам. Если помидоры совсем маленькие, то можно разрезать на 2 части. Складываем канапе. Берем кусочек сыра, на него кладем четвертинку помидора. Все прокалываем зубочисткой. Так готовим все канапе. Из одной головки сыра камамбер получается 12 или 16 канапе, в зависимости от того, на сколько кусочков вы разрежете сыр. Готовим третий вариант канапе. 200 грамм королевского сыра нарезаем пластинками толщиной примерно 1,5 см, а затем получившиеся пластинки разрезаем на кубики.
На каждый кусочек сыра ставим розовую виноградинку. Все прокалываем зубочисткой. Так готовим все канапе. Все закуски приготовили. Теперь берем большое плоское блюдо и красиво выставляем на него канапе. Диаметр моего блюда 25 см. На треть тарелки выставляем первые канапе с зеленым виноградом. Вторую треть блюда заставляем канапе с сыром камамбер и помидорами. И оставшуюся часть заставляем канапе с королевским сыром и розовым виноградом. Тарелка сырных канапе получилась яркой и красивой, каждый вид закуски вкусный по-своему. Виноград прекрасно сочетается с любым видом сыра, так же, как и помидоры. Такие канапе всегда смотрятся нарядно и празднично, а готовятся очень быстро и легко. Смело можете их готовить на праздничный стол и радовать гостей такой вкусной закуской.